Приветствую вас, мои многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Хочу сегодня предложить вам расклад, который будет называться «Поток о вас». Это будет общий расклад. Хочу напомнить, что всегда рада встретиться с вами на личных консультациях. Вся информация под видео. Ну что ж, давайте будем начинать. Как всегда, кто вы? Человек, который на сегодняшний день находится в поиске. Вы действительно находитесь в потоке. Вас несет вперед к каким-то новым вершинам. Вы не хотите оставаться на том же месте, где сейчас. Возможно, у вас произошли какие-то глубокие разочарования по поводу той или иной ситуации. Может быть, это связано с вашими эмоциями, чувствами. Думается, что, возможно, вы расстались со своим партнером, или, может быть, вас огорчили ваши близкие, может быть, какие-то неприятности на работе. И вы предпочли сделать выбор уйти от этой ситуации и не решать ее. Вам действительно тяжело, но решение принято. Вам бы хотелось, чтобы вокруг вас было некое сообщество, единство. То есть вы человек, который умеет работать совместно, который умеет работать в коллективе. Но, видимо, вот не в этот раз. В этот раз что-то произошло. И поэтому вы приняли решение уйти в новые взаимодействия и в новые состояния. Вы пока до конца еще не знаете свой путь и куда вы отправитесь. Пока для вас это сложный вопрос, но вы стали и начинаете потихоньку двигаться вперед. Да, тяжелый выбор. Вижу, что вам не очень радостно. Вы чувствуете, что удача, она от вас отвернулась, и вы оказались в состоянии, когда время остановилось и нет никакого движения. Но вы не унываете, вы все равно хотите отправиться в это путешествие. Иногда просто, может быть, думаете о том, что хоть куда бы отправился, в любом бы направлении, лишь бы только уйти от этой сложной ситуации. Там, где есть люди, там, где есть общение, там, где меня принимают. Может быть, вот такие сейчас настроения вас посещают. Так получается, что вы хотите выйти вот из этих ограничений, в которые вы попали. Вам не хочется просто быть наблюдателем в этой ситуации, смотреть, что происходит, да? Вы бы, наверное, вышли бы из этой ситуации, но хотя чувствуете, что сил-то, конечно, маловато. Видимо, вы были очень истощены вот этой сложной эмоциональной ситуацией. Но вы знаете что? Я думаю, что в первую очередь эта ситуация связана с работой. То есть что-то там произошло. Возможно, вас недооценили, возможно, вы что-то неправильно поняли. Таким вот образом, сейчас вам крайне нелегко, и вы чувствуете себя в состоянии очень сложном. Вы думаете о том, чтобы отправиться в новое, но это новое вас страшит. И вам на сегодняшний день кажется, что вы не сможете преодолеть расстояние и что-то изменить или что-то изменить в своей жизни. Сейчас у вас пока нет каких-либо вариантов, куда бы отправиться. Да, потому что не хватает энергии, потому что не хватает каких-то мыслей, которые бы натолкнули вас на принятие новых решений. У вас иссякло вот это воодушевление, радость, какой-то позитивный эмоциональный настрой. И вот это сейчас вам мешает, потому что вы слишком много предаетесь унынию, грусти и пока не можете принять
серьезных решений в плане своей сегодняшней стабильности. А она у вас обязательно будет. Почему будет? Потому что вы в любом случае отправляетесь вперед. Пока вы еще не уверены, куда, зачем, как, что, но так или иначе вы для себя принимаете решение двигаться. Заручаетесь, как говорится, поддержкой не только высших сил, но и всех, кто рядом с вами. Вы задумываетесь отправиться во что-то новое. Не хватает немножечко уверенности, энергии, но я думаю, что вы эту энергию потихонечку обратно вернете, и ваше движение будет ускоряться. Ну что ж, да, действительно, иногда у нас получаются такие ситуации на работе, что мы не можем их урегулировать, пройти эти ситуации гармонично. Очень часто мы вступаем в какие-то конфликтные моменты, которые бывают порой неразрешимыми. Единственный выход из этого всего – это уйти во что-то новое. Возможно, поменять работу, возможно, сделать какой-то новый переход. Что же еще скажут карты о вас на сегодняшний день? У вас так вот получается, что сегодня вы не нашли поддержки среди своих близких и, возможно, любимых людей. Вы ждете понимания, теплоты, заботы, но пока вас не понимают в вашем решении. И поэтому вы порой даже конфликтуете со своими близкими, потому что они не чувствуют то, что вы ощущаете, да, они видят вас со стороны и видят, возможно, свое решение вот того, что с вами происходит. И понятно, что они в каких-то моментах на данном этапе не готовы вас поддержать. И вы, получается, входите в постоянный конфликт, все время находитесь на грани, скажем так, состояния, когда я готов уже все бросить и сделать все по-своему. Даже вот такие у вас настроения на сегодняшний день преобладают. Почему? Потому что вы стремитесь к тому, чтобы получить некий успех. То есть вы хотите добиться своего результата и, несмотря на все трудности, выйти в такое хорошее материально стабильное состояние. Вас можно понять, потому что жить только эмоциями, чувствами в наше время, конечно, невозможно. Иногда обязательно нужно иметь хорошую материальную подушку и некую материальную стабильность. И вы понимаете, что без нее вам никуда. И вот хотел бы я или не хотел, я должен к этому прийти. Что еще у вас на сегодняшний день происходит? Вы как бы ощущаете себя вне пространства. То есть гармонии, спокойствия и мира на сегодняшний день у вас нет. Действительно, вас очень сильно лихорадит. Вы понимаете, что не складывается то, что вам бы очень сильно хотелось. Вы чувствуете, что нет движения вперед. Вы чувствуете, что от вас отвернулась удача. Вы чувствуете, что вы не уверены в себе. И вот это состояние, оно вам очень сильно мешает, потому что оно забирает из вас не только энергию, а еще и забирает умение разумно мыслить. Рефлексивные вещи забирает, потому что вы становитесь агрессивными, ведетесь на вот эту эмоцию и не можете принять верного решения. Но знайте, что если вы будете вступать в взаимодействие с людьми, которым вы доверяете и уважаете, то вы, естественно, получите ту поддержку, которая на сегодняшний день вам очень требуется, чтобы обрести вот эту стабильность, стабильность именно внутреннюю, стабильность для того, чтобы двигаться вперед. Возможно, вам нужен человек, который уверен в себе, который знает, куда движется. Человек, у которого на сегодняшний день такой достаточно серьезный потенциал. Вы этого человека хорошо знаете. Обратитесь к нему за помощью
И я думаю, что вот эти лишние эмоции, которые вас сегодня переполняют, они уйдут немножечко в сторону, и вам станет намного легче. Что еще нам скажут карты? Смотрите, у вас впереди четкое понимание то, что нужно делать. То есть скоро откроются видение, скажем так, которое приведет вас к тому, что вы начнете понимать, а что дальше делать. То есть у вас включится какой-то внутренний резерв. Я еще так говорю, внутренняя батарейка заработает. Вот обязательно. Что нужно, чтобы эта ситуация побыстрее произошла? А нужно просто успокоиться, привести свои мысли в порядок, перестать нервничать, метаться из угла в угол. Нужно просто-напросто занять такую, ну, скажем так, медитирующую позицию, да, размышляющую позицию. И тогда у вас возникнет абсолютно верная идея. И смотрите, вы вступаете в состояние равновесия. Вы становитесь умеренными, вы становитесь наполненными, вы успокаиваетесь и чувствуете себя очень хорошо. Оказывается, всего лишь навсего остановиться и поразмышлять вам на сегодняшний день требуется. Тогда у вас появится четкое решение, и вам не придется выбирать из двух зол, да, будет понимание, а что я сделаю, чтобы исправить этот момент моей жизни. Смотрите, как здорово, вы сразу же решаете свои финансовые проблемы и чувствуете себя наполненным во всех отношениях. Вот оно, мудрое решение, которое вы примете и выйдете из сложившейся ситуации. Что нам еще скажут карты из потока о том, что с вами происходит? Самое главное, не торопитесь, говорят карты, потому что посмешишь, людей насмешишь. И тройка чаш нам говорит о том, что наступит радость, наступит удовольствие. А может быть, стоит просто пойти и отдохнуть, посидеть в кафе со своими друзьями, расслабиться, послушать хорошую музыку, сходить на концерт. И может быть, вот это переключение поможет вам как раз и наполниться, и получить этот заряд энергии, который вас стабилизирует. Отдохнуть. Потому что у вас сегодня нет сил просто решать и что-то действовать. Раз у вас нет сил, поэтому у вас и голова плохо работает. Смотрите, как карты замечательно складываются. А вам нужно принимать очень серьезные решения. Потому что вы человек, который может аналитически мыслить. Человек, который умеет стабилизировать ситуацию. Человек, который знает, что надо делать. Еще очень хороший способ, да, чтобы преодолеть ту или иную проблему, это помощь другим людям. Переключитесь на помощь, может быть, родным людям, может быть, знакомым, которые сегодня, может быть, находятся еще в более сложной ситуации, чем вы, например. И это вам тоже поможет, действительно. Пока на данном этапе я вижу, что вы не осознаете вот эту всю глубину проблемы и не пытаетесь сконцентрироваться на всем. Но впереди все-таки у вас возникнет желание вырваться из этого состояния и поменять все. Я думаю, что у вас все получится, хотели бы вы или не хотели, потому что вы человек упорный, человек, который достигает того, что он хочет. Вы человек, наполненный знаниями. Поэтому не волнуйтесь, примените все, что есть в вас в решении проблемы. Да, вот эта ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она вам нужна была. То есть это должно было разрушиться рано или поздно. И этот момент настал. Что вам дает вот это разрушение? Что вам дает это разрушение? Да, вы сейчас теряете какую-то вот социальную позицию, стабильную позицию. Вы не чувствуете, что контролируете все. Как бы уходит все из-под ног, да? То есть я столько вкладывал, делала, да, но у меня что-то не получилось. И сейчас я не рад, да, я потерял шанс к своему развитию. Но так или иначе,
у меня нет роста, у меня нет движения. То есть, смотрите, не просто вот эта ситуация. Карты вновь нам говорят о том, что это должно было произойти. Эта ситуация вам дана для того, чтобы чему-то научиться и приобрести определенный опыт. То есть, чтобы прошло перерождение и иное понимание чего-либо. Вот, пока на данном этапе вы, видимо, еще находитесь вот в этих тяжелых эмоциях, которые вам не позволяют переосознать, переродиться и пройти вот этот жизненный урок. Что впереди? Знаете, что пока на данном этапе помощи вы не ждите, то есть вам пока никто эту помощь не предоставит. Видимо, вам нужно в большей степени сосредоточиться на себе и самостоятельно преодолевать. Ну и помните, что среди ваших друзей, знакомых, коллег и так далее есть люди, которые могут вас обмануть. Будьте осторожны, пожалуйста. Но вы все видите, потому что вы человек с хорошими способностями аналитическими, человек, который понимает ситуацию, и вы наблюдаете за всем происходящим. Я думаю, что вы избежите и как раз нападки со стороны этих людей. Но рано или поздно вам придется сделать выбор. Я вам уже сказала и вновь об этом говорю. И предпринять какое-то собственное решение, которое вас вытащит из этой ситуации. Начинайте двигаться, карты говорят. Да, начинайте двигаться, начинайте искать необходимую информацию, и у вас появятся новые контакты, новые люди, которые вас поддержат, Но я думаю, что в первую очередь они не финансово вас поддержат, а скорее эмоционально и будут рядом с вами вот в момент принятия серьезного решения. Давайте посмотрим, что же нам порекомендует Вселенная, какой же она нам даст совет. Давайте посмотрим. Угу. Итак, совет. Вы сейчас испытываете очень серьезный стресс. У вас произойдет это перерождение. Посмотрите, вы сможете усмирить вот этого разъяренного льва. И наступит момент радости и облегчения, потому что вы творец. Вы человек, который способен к серьезным жизненным прорывам. Поэтому не волнуйтесь, у вас все получится. Главное интеграции. Карты еще раз подтвердили об этом. Переживания никуда не денутся. Без них мы никуда не уйдем. А переживания – это наш толчок к тому, чтобы использовать все наши возможности и весь наш потенциал. Вы борец по своей сущности и внутреннему содержанию. Может быть, стоит применить какие-то неординарные методы. То, что для вас не характерно, и выйти из сложившейся ситуации. Вот такие рекомендации сегодня вам дает Вселенная. А я, как всегда, приглашаю вас на личные консультации. Рада всегда к общению, рада к взаимодействию. Вся информация под видео. Всего вам хорошего. До новых встреч!